Тао. Путь вознесения. Часть 2. Мысли формы разделения. Стереотип смерти и мысли формы разделения. Разделение души и тела. Можно задаться вопросом, какие последствия имела мысли формы Бога, богиня, вне вашего овала, чтобы родилось разрушение, которое мы испытываем в этом творении. Мысли формы Бога, богиня, состояла из двух частей. Одна, что возникает, когда отделяется жизнь от сознания. И что получается, когда инь и ян, свет и тьма разделяются и переплетаются. Мы можем точно установить с помощью собственных опытов на Земле, что проистекает из этих двух мыслеформ. Ваш человеческий опыт является крайним примером, демонстрирующим разделение сознания и жизни. В большинстве человеческих жизней сообщение души и тела невелико, чаще всего отсутствует вообще. Для подавляющего большинства человечества их тела расхаживают по жизни так, не обладая душой, часто веря в догму того, что все, без исключения, имеют душу, при этом неосязаемый мир для их сознания не существует. Разделение в крайней полярности между сознательным и бессознательным опытом может быть настолько велико, что на Земле не являются редкостью индивиды, необычайно религиозные на сознательном плане, и столь же жестокие и разрушительные в своих бессознательных проявлениях. Независимо от того, сознательно или бессознательно ваши проявления, сильное разрушение накапливает обширную карму, о которой индивид не знает, однако, тем не менее, она должна быть сбалансирована. Многие задаются вопросом, по какой причине на Земле так много страданий, боли, насилия и жестокости, если все и вся имеет душу, и все происходит по воле Бога. Неужели душа и Бог так жестоки? Вас могут интересовать жизненные периоды принесения крайне жестоких жертв, казалось бы, не имеющих объяснения с точки зрения человеческой морали на Земле. Эти промежутки являются результатами очень темной кармы бессознательного, которая должна быть уравновешена для поддержания баланса энергетического потока душ. В этом послании мы хотим рассмотреть проблему того, как была реализована мысль формы разделения сознания посредством утраты связи между телом и душой. Будучи орденом Райзы, мы можем показать вам многие неискаженные творения, в которых все царство природы является полностью сознательным и обладает возможностью принимать любые формы, которые желает испытать сознание. Эти творения наполнены радостью и творческим самовыражением. Такой опыт практикуется лишь в тех творениях, которые сохранили изначальную структуру и устремления, и все еще не начинали движение к испытаниям искажения. Тем самым, мы напоминаем каждому из вас то, что однажды уже было испытано в творении, где вы сейчас существуете, так как неограниченное творчество также было частью изначальной светокопии вашего творения. В большинстве творений вашего овала, состоящего из 4000 измерений, ниже 25-го измерения форма отсутствует. Таким образом, форма, вообще говоря, является эфирной манифестацией души для получения опыта, обучения, роста и эволюции. Когда душа усваивает все, что ей необходимо понять с помощью конкретной формы, она возносит форму назад в себя, и форма перестает существовать. На Земле и в более низких измерениях вашего творения форма стала физической,
и настолько отделенный от души, что существует лишь незначительное сообщение души с телом. Вознесение такой плотной формы является делом более трудным, чем в творениях, где известна только эфирная форма. В неискаженных условиях каждого разворота нашего Тао, у каждой формы есть сознание, управляющее и направляющее ее. Тело каждой формы наделено сознанием, которое управляет и направляет благосостоянием формы. При вознесении, сознание тела направляет биологические изменения, происходящие в форме. Сознание тела и ангел-хранитель хроник Акаши работают в тесном контакте, чтобы каждая доля информации была заложена в поле в должной последовательности. Персональный ангел, хранитель хроник Акаши, это библиотекарь, управляющий вашей библиотекой, энергетической и биологической базы знаний. Кроме того, каждая форма в Тао должна быть одухотворена душой. Эта душа получает знания и опыт при каждом своем воплощении в форме, а также стремится привести в равновесие карму прошлых жизней в течение жизни данного воплощения формы. Связь между этими аспектами сознания была уничтожена в результате одного из множеств лишения благоволения, наложенного Мелхиседеком при его инкарнации в форму Махавишну много тысяч лет назад. Заклятие Мелхиседека разрушило эту связь по 3 направлениям. Оно разрушило связь между душой и телом, между душой и сознанием тела, а также между телом и сознанием уровня тела. Тело больше не могло получать четкие сообщения от души. Это было достигнуто тем, что вместилище души было заблокировано энергетической сеткой, перекрывшей связь между телом и душой. В физической форме вместилище души находится позади сердца. Мысли формы разделения в условиях межпространства приобрела преобладающие тенденции широкого масштаба. Заклятие Мелхиседека разрушило связь между душой и сознанием тела. Эта связь управляет внутриутробным развитием генетической структуры формы до момента рождения. После рождения, всякое сообщение между душой и сознанием тела прерывается. Если форма плохо функционирует, сознание тела не в состоянии сообщаться с душой, чтобы попытаться решить эту проблему. Вот почему так часто в человеческой жизни встречаются неизлечимые генетические болезни, без сообщения между телесным сознанием и душой. Сознанию тела очень трудно исправить генетическую неполадку. Генетические записи любой формы хранятся в ее душе. Если душа не сообщается с формой, то при наличии каких-либо дефектов, в результате утраты генетической информации, генетика не может быть изменена. При вознесении у человека постоянно происходят генетические изменения, которые закладываются душой, получающей новую генетическую информацию при прохождении посвящения на внутреннем плане, а затем передающей ее своему телу через ангела-хранителя записи Акаши. Затем сознание тела направляет поток информации из записи Акаши в энергетическую решетку вознесения, окружающую форму, и следит за тем, чтобы постепенно все изменения воплощались в подходящем для формы ритме. Если между сознанием тела и душой отсутствует сообщение, душа не может передавать новый генетический материал, полученный в процессе вознесения. Третье направление этой проблемы – тело, которое не общается со своим собственным сознанием, может не знать о потребностях своей формы в питании, имеющем свои особенности, отдыхе, нагрузках, детоксикации, регулировании температурного режима и так далее. Потребности форм, совершающих
и не совершающих вознесения, отличаются. Поэтому важно постоянно прислушиваться к своему телесному сознанию, ежедневно, еженедельно, ежечасно, чтобы определить потребности каждого этапа генетической трансмутации при вознесении. Часто душа стремится продвигаться по пути вознесения быстрее, нежели тело в состоянии интегрировать новый генетический материал. Когда душа, за один прием, перегружает форму информации, эта энергия может заблокировать эфирное тело, оплетая меридианы и вызывая болезнь формы. Обычно это возникает в отсутствии сообщения между телом и душой. Важно, чтобы душа двигалась только в темпе, при котором тело может легко ассимилировать, интегрировать новую информацию, не вызывая болезнь. Человек может также сознательно выразить намерение, чтобы душа двигалась только в том темпе, который может выдержать тело в данный день, неделю или месяц персонального вознесения. Отделение сознания от жизни порождает автоматизированную форму жизни, в некоторой степени – биологическую машину. Если вы посмотрите на вашу планету в целом, то увидите, что царство природы не отличается от биологической машины. Птицы, животные и растения обладают лишь небольшим разнообразием выбора, включая рождение, смерть и добычу друг друга ради хлеба насущного. Все так, как если бы они были биологическими механизмами, запрограммированными повторять некую программу каждый день, из года в год. Подобно царству природы, человечество также стало механистичным. И хотя выбор поведения у вас больше, в основном, изо дня в день повторяется одно и то же. Вдобавок к заученному и механическому поведению человека, ваша цивилизация создала много машин, выполняющих работу, которую человеческая форма когда-то делала физически. Несмотря на то, что у вас это считают прогрессом, машины, заменяющие в работе человека, лишены любви и жизненной силы. В чем же, собственно, прогресс вашей текущей человеческой цивилизации? Вы называете прогрессом ограниченный набор технологий искусственного интеллекта, которыми обладает ваша цивилизация в результате сделок ваших управителей, и этот так называемый «прогресс», в кавычках, и есть ваша проблема. В чем же, собственно, проблема так называемого технического прогресса гуманоидных рас? Механизация, присущая вашей цивилизации, проявляется в усиливающемся отказе от любви, отказе от жизни и, собственно, жизненной силы, поддерживающей вас. Механистичность вашей реальности является результатом утраты сознания или отделения сознания от жизни и уход ее в бессознательное. Когда сознание удаляется из жизни, в результате появляются живые биологические машины, способные только повторять шаблоны, свойственные им физиологически. Человеческое сознание уровня тела подобно старой заезженной пластинке, которая снова и снова проигрывает одни и те же записи. День за днем, рутина превращается в своего рода компьютерную программу, в которой вы постепенно теряете самого себя, свою силу, свою волю. Лень, страх и компромиссы с собственной тьмой приводят к рабству, полной зависимости, подчинению, полной утрате своего «я», своей истины и способности ее выражать. Так, более 95% того, что представляет собой человек, это набор самовоспроизводящихся моделей поведения. Эмоциональные реакции, бессознательные привычки, установки и убеждения глубоко укореняются в сознании уровня тела, и эти предсказуемо повторяющиеся шаблоны, циклически повторяющиеся модели мышления,
работают как программное обеспечение, управляющее вашей бессознательной жизнью. Сознание уровня тела склонно к повторяющемуся циклическому поведению. И здесь есть некоторые ключевые моменты, так как биологическое сознание стремится к эффективности и экономии энергии в условиях крайней ограниченности ресурсов. Поэтому оно старается преобразовывать часто повторяющиеся действия в автоматические привычки. Они позволяют биологическому телу экономить энергетические ресурсы, поэтому тело пытается использовать их как можно чаще. Сознание уровня тела вырабатывает безопасные модели поведения из объема знакомых ему шаблонов. Человеческое тело, или сознание уровня тела, является своего рода биологическим компьютером, осуществляющим обработку информации, поступающей как изнутри самого себя, так и извне. Оно обладает пластичной способностью и постоянно перестраивает свои связующие нити в ответ на приобретенный жизненный опыт. Повторяющиеся мысли и действия усиливают соответствующие нейронные цепи, закрепляя поведенческие циклы способов существования. Таким образом, тело всегда стремится к эффективности, что приводит не только к формированию устойчивых привычек, но и ограничению гибкости мышления. Для того, чтобы почувствовать связь с внешней реальностью, человек повторяет привычные ему действия, которые помогают поддерживать социальные связи в автоматическом режиме, не задумываясь. Обычно человек выполняет серию рутинных действий. Утром встает, идет в туалет, пьет кофе, чай, одевается и идет на ту же самую работу, тем же самым маршрутом. Придя туда, он нажимает на одни и те же кнопки и взаимодействует с одними и теми же людьми, которые нажимают на одни и те же кнопки. Закончив работу, человек спешит домой, чтобы повторить все сначала. Живя в пространстве расколотого, разделенного времени, человек постоянно живет либо в прошлом, либо в будущем, и никогда в настоящем. Каждый раз, вспоминая прошлое, думая о прошлом, сознание уровня тела активирует эмоции, связанные с прошлым, и таким образом, эти эмоции продолжают влиять на ваши текущие состояния. Так возникает эмоциональная инерция, поддерживающая циклически повторяющиеся шаблоны поведения. Человек постоянно находится в плену прошлого, тем самым настоящее неизбежно превращается в прошлое, и рано или поздно прошлое становится будущим. Каждое воспоминание, можно так сказать, является эмоциональной мыслеформой, которая представляет собой результат вашего опыта прошлого и опыта ваших предков. Каждый раз, вспоминая проблемы, вы чувствуете себя несчастными и испытываете боль разделения. То, как вы думаете и что чувствуете, определяет ваши текущие состояния. Если ваши мысли находятся постоянно в прошлом, вы постоянно будете воссоздавать вашу прошлую жизнь в настоящем и будущем, даже не осознавая этого. Дорогие, сознание уровня тела, подобно тьме, является бессознательным. Оно не знает, что является частью, образовавшейся в результате разделения. Тело – это бессознательный разум, оперируемый всей вашей генетической памятью. Разум, который не видит разницы между воспоминанием и реальностью, между прошлым, настоящим, будущим. И для него все, что есть здесь и сейчас. Сознание же разделено и пребывает в поляризованном состоянии относительно прошлого и будущего. Каждый раз, когда человек вспоминает события прошлого, он вызывает в своем биологическом теле те же самые химические реакции, что и в прошлом, и тело воспринимает этот процесс, как будто
Это событие происходит прямо сейчас. Что мы этим хотим сказать? Ваши мысли определяют вашу жизнь, и она вряд ли изменится, если одна и та же мысль приводит к одному и тому же выбору, который в свою очередь порождает один и тот же опыт, и как следствие, один и тот же результат. Существенная проблема в том, что бессознательное приобрело такие масштабы, что сила бессознательного управляет вашей текущей жизнью. Сознание уровня тела, человеческое бессознательное, было обусловлено веками негативных эмоций, смерти, боли и страданий. В силу своего подавляющего объема, бессознательное, сознание уровня тела, подобно змеям, которые когда-то были слугой, теперь стало хозяином. И вдруг, когда ваше «Я Есмь» решает все изменить, сознание тела приходит в сопротивление, потому что испытывать негативные эмоции, боль и вину, для него более знакомо и предсказуемо. Сознательное «Я» вступает в неизбежное противоборство с укоренившимися бессознательными привычками тела. Но сознание человека с двумя цепочками ДНК располагает лишь небольшой долей энергетических ресурсов, около 5%, остальные 95% управляют бессознательными автоматическими привычками, сформированными на основе генетической памяти. Когда душа, сознание, пытается направить человеческую жизнь к новым целям, к исцелению, единству и вознесению, оно сталкивается с мощной инерцией бессознательных привычек. Эти привычки тянут человека в знакомое, но неудовлетворительное состояние. Такое противоборство происходит на нескольких уровнях. Сознание старается убедить тело в необходимости перемен, но бессознательное отвечает автоматическим отклонением, посредством множества контраргументов. На эмоциональном уровне душа, сознание, генерирует позитивные эмоции, связанные с желаемыми изменениями, но бессознательное блокирует их эмоциями сомнений, тревоги и страха. Сознание инициирует новые действия, но бессознательное возвращает снова и снова к привычным знакомым моделям поведения. Это все равно, что худощавый человек соревнуется в тяжелой атлетике с олимпийским чемпионом. Неудивительно, что человеку так трудно проявлять гибкость, внося изменения в свою жизнь. Большинство людей ждут, когда произойдет какой-либо кризис, травма, болезнь, чтобы начать изменения. Однако, зачем ждать негативных изменений, когда вы можете учиться меняться, не только в состоянии боли и страданий, но и в состоянии радости? К сожалению, около 70% людей живут в режиме выживания, в постоянном стрессе, предвкушая самые худшие сценарии. Они буквально постоянно выбирают негативные варианты из бесконечного потенциала возможностей, как будто выбирают самое худшее блюдо из безграничного меню. Большинство людей живут в страхе неизвестного. Неизвестное – страшное место для сознания уровня тела. Тело, которое в результате разделения сознания стало бессознательным разумом, будет делать все, чтобы остановить вас. У тела есть множество уловок, оно воспользуется каждой из них, чтобы не дать вам войти в новое и неизвестное. Но неизвестное – лучшее место для создания вашего будущего. Мысленно репетировать желаемое – вот лучший способ создать свое будущее. Вот почему так важно, чтобы стать осознанным в том, как вы мыслите, чувствуете и действуете. Вот почему так важен ретроспективный анализ, исследование своих собственных мыслей и намерений. Чем больше добросовестности вы проявляете в исследовании своей собственной книги жизни, тем меньше вероятность того, что нежелательная мыслеформа ускользнет от вашего внимания.
Этот процесс подобен процессу знакомства с самим собой, узнавания, собирания самого себя по крупицам, некогда утерянным в процессе деэволюции всего гуманоидного вида в этом творении. В медитации очень важно научить тело эмоционально переживать ощущения вашего творческого видения. Просто воображения недостаточно, необходимо эмоционально чувствовать это видение всем своим телом. Мыслеформы – это язык сознания, а чувства, эмоции – это язык тела. Именно через эмоции ваше тело понимает, что говорит ваше сознание. Если вы ничего не чувствуете, это значит, что ваше тело не получает сигнал. Это все равно, как если бы в вашей комнате работает маршрутизатор, но Wi-Fi вашего телефона отключен по каким-либо причинам. Неспособность чувствовать может быть связана с повреждением или даже полным отсутствием некоторых тонких тел. Как только вы начинаете чувствовать, вы подключаетесь к интернету ваших мыслеформ и можете загружать свою будущую жизнь, и вам больше не нужно ждать, когда любовь и радость проявятся в вашей текущей жизни. Вы почувствуете это прямо сейчас. Это значит, что вы стали тем, кто вы есть, творцом своей жизни, а не живете как жертва, говоря «я такой, потому что жизнь, или тот человек, или тот опыт, сделали меня таким». В настоящее время люди, как и многие творцы вашего творения в различных измерениях, представляют собой многочисленных творцов, проигрывающих разнообразные роли вследствие своих собственных мыслеформ из прошлого, подобно Творцу, Богу, богине вне вашего овала, пожелавшего осознать опыт мыслеформы разделения. Очень важно становиться осознающим свои мысли, потому что именно так вы сможете перестроить свои мысли, свое поведение, закрепляя новые нейронные связи в биологическом сознании. Это непростая работа, она похожа на дрессировку дикого животного. Вы говорите ему «подчинись» и слушай мои команды, но оно уже не желает подчинения и убегает. Вы ловите его и возвращаете, но оно снова убегает. Как только вы начинаете медитацию, ретроспективный или внутренний анализ, голос сознания уровня тела, ваш внутренний демон, говорит вам: «Погоди, в это время мы обычно злились, осуждали, смотрели YouTube, TikTok, а теперь ты просто занимаешься бесполезной ерундой, что происходит? Мы же всегда были обиженными и недовольными в это время». Вот почему, как только вы начинаете медитировать, у вас начинает чесаться нос, вас отвлекают посторонние звуки, всплывают отвлекающие мысли. Это ваше тело вам говори: «Ну же, прекрати заниматься ерундой, и давай вернемся к нашей старой жалкой жизни». Именно так реагирует сознание уровня тела, поэтому изменения не происходят мгновенно. Тело начинает посылать сигналы в поисках предсказуемого химического состояния, даже если оно токсично и губительно для самого тела. Каждый раз, когда вы осознаете природу соответствующих явлений, вы переключаетесь в состояние здесь и сейчас, в состояние вне времени и пространства. Вы даете понять, что теперь воля вашего «я» возвращает себе свою силу управлять процессами интеграции, вливания бессознательного в сознательное. И если вы проявляете качество устойчивости и устремленности к избранной вами цели, дикий зверь постепенно являет вам свою преданность, переходя от позиции власти и подчинения к позиции единства и любви. Когда тело охватывается энергией истинной силы, единства и любви, происходит интеграция, слияние, преобразование, трансформация сознания. В квантовой физике присутствует феномен наблюдателя, когда простое наблюдение за явлением
неизбежно изменяет, преобразует его. Так, становясь наблюдателем своего собственного «Я есмь», вы становитесь «Я есмь», вы переходите от капли к океану, от точки к волне, от материи к энергии, освобождаясь от оков привычек, привязывающих вас к знакомому прошлому. И если вы внимательно и устойчиво будете следовать по пути осознания, достаточно продолжительное время, то новое состояние сознания станет вам знакомым посредством обретения своего утраченного «Я есмь». Это означает, что если вы будете медитировать на осознание всего, что с вами происходит, каждый день, хотя бы по 15-20 минут, то уже через 1 год ваша жизнь полностью изменится в результате трансформации вашего сознания. Если вы погружены в медитацию, вы погружены в настоящий момент, ваше тело не знает разницы между внутренним творческим видением и реальным жизненным опытом. Через акт творческого созидательного намерения, вы утверждаете план для вашей жизни в настоящем, и ваше тело больше не является проигрывателем прошлого. Ваш план намерения, становится картой вашего и всего человеческого настоящего. Райза очень часто сообщала перед уходом в исток, что кто идет одним путем, может пойти и другим, а то, что испытало падение, может снова подняться, и все, что для этого требуется – непоколебимость, настойчивость, постоянство намерения. Дорогие, человечество пребывает в фантазии. Несмотря на догмы, распространенные религиями и духовными школами прошлого, среди человечества, в настоящее время, не все человеческие воплощения имеют полноценную связь с душой. Многие человеческие воплощения функционируют в рамках управления механизмами, в условиях полного отсутствия души. А если нет души, то кто будет возносить человека, если душа отсутствует? Поэтому, многие из ныне воплощенных форм обречены на вымирание. Души, со способностью создавать жизнь, не желают взаимодействовать с механизированной формой, которая подверглась необратимой генетической модификации и стала нисходящей в рамках человеческой деэволюции. Поэтому, получившаяся в результате отобранная на Землю человеческая раса, никогда не имела полностью сознательной формы, и в конечном счете, была не способна на восхождение домой, великое центральное солнце. Это довольно печальный факт, так как многие люди с таким голографическим и генетическим происхождением просто умрут в приближающиеся времена очищения, ибо не имеют в себе того, что требуется для восхождения. Душа есть внутреннее соединение с истоком. Душа существует в энергиях любви и почитания. В условиях боли и страданий, злобы, ненависти, безудержной вражды, зацикленности на материальном, отсутствия почитания, любви и гармонии в человеческой форме, душа предпочитает не иметь своего участия. В настоящее время, душа покинула почву и воду, а также прибрежные зоны рек и океанов, что находятся вблизи больших городов. Потому что люди, живущие там, не почитают почву и воду, и при этом душа не чувствует любви. При недостатке любви есть только боль и страдания, поэтому душа выводит себя из этих реалий. Самый большой подарок, который можно сделать земле и воде, состоит в том, чтобы благословить их, призывая душу возвратиться назад. Таким образом, почва и вода обретают возможность вознесения. Может начать возноситься даже почва в городах, возлюбленные. Однако, вознесение почвы и вод требует наличия людей, согласных благословлять и работать с населенными областями, чтобы выполнить данную задачу. Существует выражение
Свет горит, а никого нет дома. Так большинство людей проживает всю свою жизнь, вне самого себя, когда никого нет дома, когда душа не присутствует в форме, не имея контакта с душой, пребывая в вымышленной реальности, фантазиях и иллюзиях, в заточении самоограничения. Это печально. Но процесс вознесения позволяет преодолеть состояние заблуждения, если вы выбираете духовный путь биологической эволюции. При вознесении человеческое сознание пробуждается из глубокого сна, и появляется возможность увидеть реальность, и давая возможность душе все больше и больше являть себя в форме. Как понять, вошла ли ваша душа в вашу биологическую форму? Когда душа входит в биологическую форму, возникает ощущение радости, единства или божественного союза. Трудно выразить, на что похоже это ощущение. Это очень пьянящее чувство, когда безграничный поток любви льется через сердце и все поле. Глубина и широта единства и божественного союза с каждым днем постоянно увеличиваются по мере повышения вибрации. Чтобы приступить к удалению фантазий, необходимо ощущать разницу между пребыванием в фантазии и действительным единством со своей душой. Это может быть трудно, если на протяжении целой жизни ваша душа никогда не заякорялась в форме. Дорогие, выводите себя из иллюзии. Мы видели возносящихся людей, пытавшихся вознестись без заякорения души в форме. Если форма повышает вибрацию, а душа отсутствует, форма заболевает и погибает. Потому что более высокая вибрация требует постоянного, непрерывного присутствия души для обеспечения жизненной энергии, необходимой для подпитки энергетической решетки формы, а также индивидуальной коррекции процесса вознесения, ибо путь вознесения для каждого существа уникален. Если в карте пути или генетической, энергетической решетки имеется недостаток, клетки начинают погибать, причем быстрее, чем до вознесения, что ведет к болезни, а возможно и к смерти, если этому не уделить достаточного внимания. Постепенно, в ходе вознесения, все наибольшая часть души, находящейся вовне, интегрируется и объединяется с душой внутри, неся конец явлению одиночества, отделения от Бога. Одиночество – результат отделения от Бога / богини, истока / всего, что есть. Отделение от Бога – это результат отделения формы от души, когда форма понижала вибрации в многочисленных падениях сознания человеческого вида. Вознесение делает процесс обратимым и ведет к непрерывному явлению воссоединения или восстановления души. В случае вознесения, через какое-то время, вы начнете выходить из состояния механизированности, в котором человечество живет сейчас. Со временем, человечество вместе с царствами природы будет становиться все более и более способным к неограниченному творческому самовыражению и магии, возвращая таким образом ваше творение в состояние безграничной радости и творчества, как уже было однажды столь давно. Каждому возносящемуся важно заякорить исток и высшую душу, имеющую многомерные связи во всем, что есть. Причина проста и заключается в том, что на каждом испытании посвящения, после 1024-го, происходит перезапись в более высоком измерении истока. При перезаписи из души убирается искажение, и в поле может быть заякорена информация из более высокого измерения, что способствует вашему непрерывному вознесению. В настоящее время происходит новое обращение и перезапись душ. Вот что представляет собой обращение творения,
или времена очищения – это возвращение душ, происходящих не из этого великого центрального солнца, к их собственным творениям и зонам влияния их изначального созидающего закона, и собирание тех, кто сделал бы возможным их возвращение домой. Также обстоит дело и с генетическими материалами от чужих солнц и творений. Все должно быть возвращено туда, откуда произошло, и все, что было утрачено, и при этом произошло на Земле, и в вашей Солнечной системе, должно быть полностью собрано и восстановлено. Тао предоставил Земле, вашей Солнечной системе, и всем сознательным восходящим видам, новые бесформенные души. Такие души не сформированы в дракона. Они бесформенны, и входят в ваши реалии, направлять вознесение домой. В дальнейших материалах, возможно, будет фигурировать и старое название «душа-дракон», но подразумевающее под этим новую бесформенную душу, предоставленную Тао. Земля выражает большую благодарность за эти души, и вы можете желать выразить намерение новой бесформенной высшей душе, ангельской высшей душе, истоку, вести вас отныне по вашему пути, начиная с этого момента. В этом можно видеть, что на Земле происходит еще одно обращение душ, когда все души, имеющие форму дракона, уходят, а бесформенные души входят в реалии мирового поля Земли, поэтому они также доступны всем присутствующим формам в новом консенсусе Вознесения. Душа направляет сознание формы постигать духовные уроки, которые вы изучаете в этой текущей жизни, и в своем Вознесении. Духовные уроки приходят во многих формах, в большинстве случаев возносящиеся к 3000 уровню посвящения, учатся овладевать первыми 10 тонами языка света, что в свою очередь осуществляется в уроках, ситуациях, инцидентах, неприятных разговорах, зеркальных отражениях себя самого, происходящих в связи с этим. Чтобы вести человеческий консенсус к следующему уровню эволюции, сейчас для каждого восходящего человека сходит новая душа, высшая душа и исток. Мы снова приглашаем тех, кто слушает данные материалы, приветствовать новые души, которые спустились, чтобы возносить вашу форму. Человеческое вознесение оценивается снова, и на сей раз с большей ясностью. Многие люди могут обнаружить у себя расколы. Сейчас именно то время, чтобы собирать недостающие части, чакры, тонкие тела, тело света, энергорешетки, все записи предков, и увериться, что ваше восхождение является полным и всеохватывающим в ваших реалиях. Отсутствующие сегменты души, через которые иногда перескакивают, также приравниваются к отсутствующим сегментам генетической информации, которые приводят к участкам формы, неспособным становиться кристаллическими в своей клеточной структуре. Когда таковое имеет место, данные участки формы могут переходить в злокачественные, со временем приводя к ранней смерти, а не продолжению вознесения. Обращение душ в творение задействовано на Земле и в космосе с 1 по 25 измерения, с которыми она связана. В период обращения все души проходят оценку, позволяющую определить, подходят ли они для вознесения, или же для задержания, чтобы далее изучать уроки, которые оказались не в состоянии усвоить в течение своего долгого времени воплощения. Подобное обращение очистит Землю ото всех беззаконных душ, стоявших в управлении над ней, и вашим космосом, позволяя тем, кто основан на единстве, великодушен, уравновешен по природе, увидеть грядущее восхождение. Период обращения также известен как период очищения. Период очищения уже начался, и учтет все родословные в каждом виде,
что были использованы беззаконными душами, и будут удалены из каждой будущей инкарнирующей формы. К тому же, период очищения осуществит обращение кожи Земли, очищая тот ядовитый беспорядок, который принесло на нее человечество, а также осуществляя подготовку к восхождению в четвертое измерение. На полнейшую реализацию периода очищения, как ожидается, уйдет 200 лет, после чего окончательно исчезнут какие бы то ни было беззаконные родословные или души, до сих пор пребывавшие на Земле. Чтобы человеческий вид остался существовать после грядущего времени очищения, люди должны, наконец, прекратить позволять использовать себя беззаконными душами. Следовательно, процесс вознесения человечества предусматривает высвобождение всей кармы и стереотипов, которые служат исходной причиной беззаконных реалий в рамках человеческой драмы. Сами люди, в своем выражении, пришли к беззаконию в человеческой цивилизации. Что в точности есть беззаконие? Законами творения считаются те руководящие принципы, что сформулированы и удерживаются в соответствии с определенными соглашениями, которые вызывают единство, гармонию, радость, любовь и мир, становиться фундаментом всех проявленных отношений. Сознание человечества большей частью основано на мысли форме разделения, соперничества, преобладания, и находится в большом диссонансе, в результате замены живого сознания искусственным интеллектом, из-за электронных приспособлений, которыми окружает себя, пребывает в бесчувственности, большой боли, болезни, скуке и дискомфорте, а также в мелких и крупномасштабных войнах друг с другом. В большей или меньшей степени, люди – это физическое отображение стоявших в господстве над вашим творением беззаконных душ, обладающие властью и силой в человеческой форме, а также те, кто стоит на руководящих постах, сохраняют их энергию через бессознательно жестокую, злоупотребляющую тактику, которая подчиняет других в угоду сохранения своего лидерства. Чтобы человеческая форма стала приемлемой для воплощения души, с целью вознесения, люди должны изменить саму ткань формы и природу своего поведения, вместе с отношениями друг к другу и ко всем существующим видам. Вот для чего происходит вознесение во взрослой форме. Позволить человеческому сознанию развиваться к большему единству, миру, состраданию и любви по отношению ко всем другим видам на Земле. Период обращения позволит остаться в будущем только тем родословным, которые способны перейти к единству, любви, состраданию и миру. Все другие родословные пройдут очистку через смерть и избирательное вымирание, что в итоге приведет к рождению человеческих детей, которые миролюбивы по природе и внутренне законны в своем пространстве. Период очищения не произойдет в один момент, а явится скорее 200-летним процессом, в котором все люди с непредрасположенными к полной гармонии и миру родословными будут постепенно выведены из будущих человеческих рождений, поскольку вся карма для этого будет высвобождена. Мы надеемся, что данная информация станет полезным инструментом на вашем пути вознесения. Благословляем вас.